Всем привет, друзья! Сегодня такое видео, я давно к этому готовилась и нашла один интересный способ, как очистить стеклянные крышки. Это что-то невообразимое, наверное, в каждой семье есть они, но это очень сложный процесс, поэтому я все-таки решилась. У меня стеклянные крышки, вот 3 штуки, они в таком непотребном виде. Поэтому вместе с вами мы их почистим при помощи одного народного средства. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Нам понадобится пищевая сода, горчичный порошок и хозяйственное мыло, которое нужно натереть на терке. Где-то половину вот этого вот куска хватит мне на 3 мои крышки. И понадобится очень крутой кипяток. В меру возможности постараемся открутить вот этот шуруп с каждой крышки. Здесь он у меня откручивается, но может быть такое, что он и не откручивается. Ну что ж, придется работать с ним. Так, откручиваем со всех крышек, где откручивается. Все крышки разные, главное не перепутать, поэтому я их вот так положила, чтобы не перепутать ничего. Так, вот здесь вот это все, вот это убирается. Так, вот здесь вот эта штука, она должна убраться. Но, может быть, и она приклеена. Ну что ж, ничего страшного. Фронт работ предстоит довольно-таки сложный. Ободки. Основная задача. В основном стекло. И вот здесь вот тоже сложно, потому что все забивается вот сюда. Мыло я натерла на крупной терке. Добавляю сюда 2 столовые ложки горчицы и 2 столовые ложки обычной пищевой соды. Стакан крутого кипятка. И смесь перемешиваю. Берем наши крышки и обильно смазываем вот эти вот места. Так, эту пока поставим. Берем следующую, то же самое. Все места, везде. Так, эту я уберу, чтобы она не мешалась. И продолжаем. И оставляем где-то на полчаса. После того, как все это сделали. Пусть они отмокнут. Полчаса прошло, я 2 крышки вытащила. И буду этой же смесью при помощи щетки чистить. Можно воспользоваться старой зубной щеткой. Можно воспользоваться, как я, вот такой вот щеткой. И чистим. Особое внимание уделяя вот этим вот местам, где у нас скапливается весь жир. Так, я сейчас поработаю. А вы увидите результат уже через секунду. Смотрите, как хорошо удаляет. Вообще никаких проблем. Очень хорошо работает средство. Не раз я его проверяла. И так, продолжаем дальше. И еще один такой маленький секрет. Вот здесь вот под ободком скапливается грязь. Для этого можно воспользоваться вот таким вот ножом. Главное, чтобы он был узкий, такой тоненький. И вот так вот убрать. Потому что щетка туда не залезает никакая. А вот ножом это делать очень удобно. И вот эта вся еда, весь жир, который туда забился, он вытаскивается, видите? Вот.
А так как я подержала смесь, она все это размягчила очень, ну, как бы быстро и легко, то вот это вот все выходит. Просто нож я использую для того, чтобы вот это все оттуда вытащить. Вот они, 3 мои крышки. Сейчас я их промою. И посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, друзья, получилось даже круче, чем я ожидала. Конечно, не новые, но близко к этому. Посмотрите, как ободки очистились везде. Нигде ничего не осталось. Очень хорошо все очистилось, отмылось. И можно пользоваться опять какое-то время. Но вы, наверное, понимаете, что мы готовим еду, и все это скапливается под ободками на стекле. И все будет заново. Ну, примерно где-то месяца 2-3 можете спокойно готовить. Потом снова сделать это. Сейчас мне осталось прикрутить вот эти вот болтики и высушить их и отправить на полку. Все готово. Так что способ простой, доступный, попробуйте. Я думаю, вы мне скажете спасибо. Всем спасибо за внимание, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои комментарии. Всем пока-пока. Блин, не поверите, что самое сложное в этом. Закрутить обратно эти болтики. Они ни в какую не закручиваются. Вы знаете, я тут уже, наверное, полчаса с ними ковыряюсь. Они не закручиваются. Это не закручивается. Это тем более не закручивается. Ни в какую. Еле-еле. Или здесь нужно силу, или у меня терпения не хватает. И я попробую, я уже тут вся изнервничалась. Ой, где мои помощники? Так, не крутится.